Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это эфир с Андреем Телешенко, известным американистом и политологом-международником. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, гости. Сегодня большой праздник, Вознесение Господне. Хочу всех поздравить, чтобы Бог нас всех оберегал и был мир. Это самое главное. Ну, миром не пахнет. Давайте так, с этого и начнем, потому что очередная чехарда уже вокруг второго раунда второго Стамбула вызывает определенные, какие-то такие разные эмоции. Ну, давайте начнем с того, что Украина потребовала текст меморандума, который Россия привезет 2 числа, 2 июня. Игра понятная. 4 дня, 3-4 дня, это все будет муссироваться, пойдут какие-то в любом случае сливы, а чего хочет Россия, а что там может Украина. Как вы оцениваете происходящее? Действительно ли это, собственно, наталкивает на вывод, что вторая встреча в Стамбуле тоже предрешена? Тоже соберутся, поговорят, а может даже не соберутся и сорвут эту встречу? Оно все предрешено, пока не будет встречи президента США и президента Российской Федерации. Все вот эти, как говорится, возня, вот это рабочие встречи, оно да, подталкивает каким-то процессом, но это чисто технические, профессиональные подходы. Как профессиональные? Это экспертная среда, помощники лидера государства начинают общаются, какие-то технические вопросы решают. Это не более этого, это только какой-то шаг к тому, чтобы большая была сделка. Большая сделка это будет между США и Россией. Без этого тут не обойтись, потому что это самое главное. Не надо смотреть на эти стамбульские переговоры, как манна небесная, что это вот все соберутся, завтра решат, или послезавтра, или еще что-то. Это чисто техническая процедура, которая нужна в этом процессе, чтобы лидеры встретились там выше. Те, кто реально решает вопросы. Украина в этом процессе, я говорю еще раз, она не решает вопросы. Она себя может быть, больше даже втянула в этот процесс и показывает сейчас свою фэш, она не хочет в этом процессе участвовать. Но по-другому Украины вообще не было бы за столом переговоров. Ее не будет за столом переговоров между США и Россией. Потому что там Трамп предлагает трехстороннюю встречу, это все хорошо, но это пока просто заявление Трампа. И в этом тоже свои нюансы, свои проблемы в его окружении. Так что вот эти все процессы, которые есть сегодня, столбиками идут, там, Стамбул-1, Стамбул-2, там, и все остальное. Стамбул-1 главный был, это в 2022 году, когда Украина могла что-то сказать и решить. Только тогда она ничего не решила, подалась указанием Джонсона и пошла дальше воевать до последнего украинца. Что сегодня и продолжается. Непонятно, почему Украина вообще до сих пор продолжает этот все процесс. Это еще Стамбул, этот процесс, это еще один шанс, как вариант, если бы Украина захотела бы какую-то суверенность себе назад вернуть, сказала бы сама во время этой встречи, переговоров, мы готовы пойти на уступки для сохранения той страны, которая у нас есть, осталась, давайте договариваться. Вот это только для этого это возможно быть, что может кого-то что-то сработает. К сожалению, представление того, кто представляет Украину, Умеров, гражданин США и там бешеные кислицы и все остальные военные, которые там заряжены на войну, это не видно перспектив того, что там кто-то из них может сказать, мы хотим мира и готовы соглашаться на условия ради сохранения страны, потому что мы проигрываем, или мы проиграли уже, как оно есть, Украина. Украина проиграла в этой войне, это уже было ясно с первого дня. Просто что еще ясно с первого дня 2014 года, когда это все началось. Просто что, как говорится, сейчас уже все это понимают, только не понимают на Банковой почему-то. Потому что указание такое, играть дальше свою роль кровавого клоуна, кровавых этих клоунов, вести страну на убой, пока большие дяди где-то в Европе или в Америке будут решать их вопросы. Вот почему Украина так дальше продолжает. Если была бы суверенная, образно даже как Армения, хотя там есть свои нюансы тоже, и с Роснёй, и все остальное, но они хотя бы выбрали путь мира. С Нагорным Карабахом понимают, что с Азербайджаном воевать не могут, нет у них сил. Так же самое здесь. Понимаешь, что воевать с Российской Федерацией, когда ты на подсосе у Запада сидишь, все деньги получаешь и все остальное, у тебя сил нету. Ты не у этого, государство разрушено, инфляция растет каждым днем, люди не могут себе позволить продукты. Скоро
люди будут запасаться закрутками, то, что сейчас делают, и будут жить, если еще дальше это будет продолжаться, что год, два, три, как говорят там Зеленский, что до следующего года. Так сейчас ты решаешь, что тебе мешает решить этот вопрос. Чем дальше ты усугубляешься, что, думаешь, Донбасс заберешь, Крым заберешь, еще что-то, ничего не заберешь. Чем больше, тем дальше, тем хуже. Тут вопрос какой? Сценарий финальной Украины решен. Она будет под зонтиком Москвы или как отдельное независимое государство, которое может сохраниться сейчас и дальше работать и развиваться. Или, если дальше эта будет война продолжаться, будет областью России. И так она будет с Россией. Просто мы можем выбрать, или мы можем так все-таки еще остаться какую-то суверенность и независимость и дальше себе вести, или будет полностью область. Так что тут вопрос уже как бы сам уже решился. Америка выйдет в какой-то момент. Тот же самый Трамп выйдет в какой-то момент из этого процесса. Давайте тоже как бы... Все-таки мы не на картах Таро, да, игра здесь с вами гадаем. Вот то, что сейчас демонстрирует Трамп, уже, я причем смотрю, люди, которые абсолютно с разных позиций, под разными углами смотрят на происходящее, в том числе в Украине, ну и вообще в мире, да, вот то, что он творит, то, что он говорит, сегодня одно, завтра другое. То, как он... Вот последний тренд пару дней, он недоволен Путиным. Говорит, разочарован, играешь с огнем, сошел с ума. Потом подтвердил, что он разочарован, вот ракеты летят и бьют. Россия пытается отвечать устами Пескова и Ушакова о том, что ну как-то вот неправильно информируют. Вообще у меня такое сложилось впечатление, да, что это все началось после укуса Уиткофа лебедем на гольфе. Да, вроде как такой курьез, но на самом деле это что-то значит. Лебедь белый грызанул Виткофа на гольфе, все пошутили, все посмеялись, но с этого момента пошло вот все по этому, ну, скажем так, руслу. Трамп не демонстрирует, что он уходит. Трамп не демонстрирует никакого давления на Зеленского, Банковую и Киев. Вот эти все разговоры о том, что согласованный пакет санкций лежит, его только нужно пустить в ход против окружения Ермака, Зеленского. Мы видим, что это оказывается на поверку каким-то пшиком. Трамп не делает шагов как бы в сторону принуждения Украины к миру, потому что Украина перехватила инициативу по громкому крику о том, что мы за мир, а Россия вот тянет время, и вот смотрите, какая Россия плохая. Смотрите, во-первых, про санкции я никогда не говорил, что будет против Ермака санкции, я говорил, что будет криминальное дело, которое еще будет. Так что это раз. Санкции, не знаю, кто там кричал про санкции, пусть они отвечают за свои слова. Так что по поводу Трампа и его позиции, тут надо понимать, Трамп, общаясь то, что там, кто там находится за океаном, с коллегами, то надо понимать, какая ситуация. Трампу есть аналитика, которые есть аналитические центры, положили еще в феврале, в марте, что надо выйти из Украины, иначе будет больнее удар. Для Америки, чем дольше они останутся на Украине. Это раз. Трамп получил свою бумажку, подписанный договор по Украине, редкоземельные металлы, которые там будут, не будут он получать. Это чисто формально себя прикрыть, чтобы не было второго Афганистана, чтобы он не выходил как бы с пустыми руками. Это два. Три. Ситуация таковая, что в окружении того же самого президента, и это там, Лаврова и Ушакова, я это говорил уже давно, есть окружение, и предупреждал, что такая будет возможность, что некоторые люди в его окружении будут не лояльны его идеям. И фильтровать ему ту или иную информацию другими способами. То, что даже написали аналитические центры, то, что я знаю, think tanks, с которым работает Белый дом, дошла ли эта информация к Трампу, не дошла, вот это вопрос. То, что там реально фильтруют и дают ему разную информацию, не консерваторы, там не другие его, потому что сильно он взял много на свою тарелку. Он, не только Украина, мы же вот видим, вот украинцы все там, Россия смотрят, только Украину, вот и все, призма. Нет, там же Америка целая, борьба, Deep State, там, Гарварды, эти все процессы, перелом ситуации, увеличение
бюджета армии США, госдолг, который надо перевести в биткоины, потом это все как, ну, все вот это все он, через него сейчас все идет. Все ключевые вопросы, когда раньше там можно было кто-то там, тот же директор ФБР что-то решал, начальник внутренней разведки, директор ЦРУ, оно все как-то и шло. Сейчас решает президент Америки. Он подвел под себя, пытаясь вырулить эту ситуацию, понимая, что доверять никому нельзя, но в то же время он это все не может тянуть, потому что в некоторых процессах он глубоко, если так дипломатически сказать, не разбирается, как геополитический процесс. Он сильный бизнесмен, но геополитику в этом процессе он не тянет, и он доверяется своему окружению близкому. Раз. Они его уводят за нос. Этим. Потому что они продались тем самым глубинному государству, которое хочет продолжения войны. Они какой расклад сейчас делаются? Они тянут резину. Европейцы. Это что, знаете, какое лобби глубинного государства, там не только Сорос, сейчас и Билл Браудер подключился, это новый Сорос, ну, советую людям просмотреть его, кто это такой, это финансирует российскую так званую оппозицию, которая якобы есть оппозиция в России, но ее реально нет, потому что 2% это смешно. Ну, короче, эти новые Соросы, это все, это сила, которая хочет дальше продолжения войны, это глубинное государство, которое кидает Европу на амбразуру, Европа сама себя подставляет. В Америке это тоже еще сидит, они как бы тоже этого хотят, это лобби, которые давят на Трампа, чтобы надо продолжать войну и фильтруют его ту или иную информацию, подают теми или иными под соусом. Это раз. Вопрос, то, что они его используют для того, чтобы выборы в Конгресс проиграли MAGA movement, даже не республиканцы, а именно MAGA движение проиграло в Конгрессе. Это первый будет звонок к следующему году, чтобы продолжать эту войну. Два, это то, что потом дотянуть войну эту во время президентства Трампа, чтобы она как бы велась в таком вялотекущем формате, Россия будет наступать, я говорю еще раз, она будет как бы наступать и будет дальше инициатива все-таки Российской Федерации, не Америка решает. Америка решает, просто решает, что как долго это может продолжиться. Россия наступает. И в конце концов сказать, обвинить Трампа, это он виноват в проигрыше войны на Украине, а мы из оттуда выходим. Все. Вот так вот будет расклад. В Америке игра идет не на политику, не на власть, а идет, на власть именно во время выборов. Они все играют на выборы. Глубинное государство сейчас хочет этим самым использовать внутреннюю команду Трампа, которая его подставляет, против уже самого Трампа. Тот же самый Рубио там есть, эти все товарищи, которые сейчас опять Келлога подтянули, когда он вернулся якобы в окружении обойму Совете национальной безопасности, исполняющей обязанности главы Госдепартамента, потянул и Рубио туда, отодвинул генерала Келлога, который все-таки имел вес, там, советовал по Украине. Эти все процессы, вот это все надо понимать, и не просто смотреть новости и сказать, вот он это сказал, он это сказал. Это надо в этом процессе глубоко разбираться и знать, кто там находится вокруг, чтобы понимать, почему Трамп говорит сегодня одно, а завтра другое, и что будет дальше, послезавтра в овальном кабинете. Вот что будет. Они играют в большую игру. Они пытаются это использовать войну на Украине, глубинное государство, те же самые Обамы, Байдены, или Ньюленды, все, которые эту войну и затеяли. Им пофиг на Украину, извините меня, на то, что будут украинцы гибнуть. Им главное, глаза вернуться к власти, обвинить этого предыдущего президента Трампа, который там будет в будущем, как они видят это. Что Трамп не мог там своего сына продвинуть или своего человека на выборах, чтобы проиграло это движение МАГА и ее разрушить этой войной. Потому что для них эта война, проиграть ее сейчас во время Трампа, это разрушительно, потому что разрушится НАТО. А им это надо обвинить. Трамп это сделал, он это проиграл, он это разрушил, он это тянул, он это там ничего не сделал правильно, он там с Путиным хотел договориться. Это к этому ведет. Вот в чем проблема. В этом проблема, что Трамп сам лично в этом еще до сих пор не разобрался. Сильно много у него проблем, сильно много он одновременно все решает, сильно многим людей он параллельно доверился, все. И там каша происходит в самом овальном кабинете вокруг него. Андрей, это понятно, что мы-то как украинцы, уж кого-кого, Трампа прижать к груди и пожалеть вообще как-то не горим желанием, давайте откровенно. Потому что нам говорилось за 24 часа, потом эти 24 часа непонятно когда настанут, вот уже 150 дней маячит, и, соответственно, мы понимаем, что время идет, а Зеленский дает этот посыл, который вы упомянули, еще год. То есть июнь 26-го. Но мы-то хотим сейчас, потому что через год санкции какие-то повлияют на Российскую Федерацию.
Я хотел бы Не повлияет, я думаю, санкции никакие на Российскую Я Федерацию. хотел бы, продолжая, ну, это позиция Зеленского, то есть тут же, понимаете, какая очень четкая, и вот вы говорите, нужно понимать процессы. Но если логику включить и попытаться понять, а что произошло в Берлине, да? Немцы выделяют 5 миллиардов, 2 с лишним, там 2,8, 2,2, в общем, это на ПВО, на ракетное вооружение, ну, плюс еще там связь и так далее, там, в общем, помощь, да? Мерц делает заявление в духе Байдена, ну вот того Байдена, который был в 22-23 году. Это типа мы дадим все, что вам нужно, но то, что мы сможем. И, собственно, вовсю сейчас вот эта вот история с дальнобойными ракетами и Таурусами, ну вот как бы вот она поднимается снова, но поднимается немножко в другом ключе. Я попытаюсь сформулировать, мне кажется, что это все тоже часть вот этой большой переговорной истории, как по мне. Если я не прав, поправьте меня. То есть Мерц с Зеленским как бы осваивают якобы вполне себе возможно и виртуальное производство ракет «Таурус» в Украине. На этой территории, где-то там, крупноузловая сборка, то есть там собрали отверткой, грубо говоря, 3 компонента, вот он «Таурус», да, вот он летит, вот он, вот смотрите. Понятно, что тут сложно сказать, возможно это или невозможно собирать и делать на территории Украины вот эти ракеты. Но это исключительно ведь под Стамбул. То есть, если мы уберем логику денег, логику там, Мерца, его там, политическую риторику, а попытаемся посмотреть в корень проблемы, то здесь просто выставляются определенные красные флажки. Почему? Потому что в Стамбуле, понятно, Россия будет, ну, в общем, никакого НАТО, нейтральный статус, то есть почитайте свою декларацию о суверенитете, почитайте, там, Лавров говорил о дискриминационных законах, против которых будут бороться, УПЦ, русский язык, ну, и другие тоже, да, наверное, там будет касаться иллюстрации, ну, людей, которые там, санкции вот этих бездумных, скажем так, катка репрессий людей в СИЗО, которые находятся за то, что они просто покритиковали. Но это вот как бы одна история. А вторая чисто практическая, чтобы потом в нужный момент сказать, ребята, погодите, а мы нет, вот мы собираем, это наши Таурусы, украинские, можем их назвать каким-то другим образом. То есть все, эта тема как бы уходит. И так по всем пунктам. То есть на самом деле вот это всю как бы мишуру европейского милитаризма можно же отмести и выбросить. И глобально, если смотреть, что Европа там готовится к войне с Россией, так Европа с Россией не собирается воевать. Ну, Россия с Европой. То есть не в этом суть вопроса. Значит, нами просто дипломатически, вы как дипломат знаете в этом толк, просто манипулируют перед каким-то финальным решением, которое принимается вот сейчас. Поправьте, если я не прав в этом. Конечно, манипулируют, потому что вот это все дача дальнобойных ракет, она же ничего не решает для Украины. Ну, в конечном итоге, что она решит? Больше провоцировать Россию, если ударить действительно по Москве, они же будут, то, что будет собираться на Украине, кто ними будет управлять? Они же управляются со спутника. Чьего спутника? НАТОвского, немецкого, американского, британского. Ну, назовите, это Украины нет своих систем спутников. У нас государство воюет с Россией, такие вот потужные, Зеленский, ни спутников нету, ничего нету. У нас, которое было государство одно из самых сильных, которое со временем при Союзе 1500, больше 1500 систем противоракетной обороны защищала Украину. Сейчас защищает 7-8, вот эти, Ирис, Патриот. Это смешно. Это всю Украину. Это вот разница. Это только то, что Буки тогда система защищала. А то, что я говорю про баллистику и все остальное, при Союзе мы даже про это молчим. Вот такой был расклад. Сейчас Украина ничего не имеет. Якобы вот эти игры с сборкой типа под Стамбул, оно ничего не даст. Провокации давить на Россию никто не давит. Это надо быть полным идиотом. Ну, Наполеон когда-то вот попытался, дошел до Москвы, спалил, и потом получил то, что Россия была, Российская империя, и наши предки
с вами тоже, и шли через Германию, были в Париже, и там сидели, пока без указания царя спектакли не начинались русского. Так что вот это то, что какой может быть результат этого всего процесса. Никто не хочет воевать с Европой. Это никому не надо воевать с Европой, той, которой. С Европой надо работать, деньги надо зарабатывать, теряются деньги. Проблема в том, что европейцы не понимают. Так же самое, как и украинцы, играют свою роль. Непонятно почему, под чем они там сидят. Я не хочу вот это вдаваться, вот эти все мемы видели, но просто под чем сидят, чтобы надо подставлять свою страну для того, чтобы как бы идти на противостояние с Россией вместо того, чтобы зарабатывать. Подставлять свою страну, чтобы северный поток не открывать и все остальное. Вот эти все процессы. Что он надаст в Стамбуле в этих переговорных процессах? Ничего. Потому что Украина будет Таурус собирать. Ну вот Райметалл хотели там сделать завод на Украине. Из последней сводки то, что один из объектов, куда попали, баллистика Российской Федерации, это один из заводов, который якобы еще строился. Его уже нет. Хлопнули, нет уже завода. То, что строилось, не достроилось. Нет ни завода, ни денег, Андрей. Ну, вот это вопрос. Просто что это дает? Вот эти 5 ударов, 10 ударов осталось, что соберет на Украине, якобы запустится Украина. И не Украина запустится, я же понимаю, это для людей, но, извините меня, для массы. Это, говорят, это Украина. А все же понимают, военные эксперты, разведка, госслужба, главнокомандующий Российской Федерации понимают, что это запускалось немецкими спутниками, немецкими специалистами или там натовскими. И удар будет потом наноситься туда. На это никто не пойдет. Европа будет в ужасе. Европейцы, спросите, что они хотят? Они от этого просто, не дай бог, они боятся войны так. Они говорят, мы не будем воевать, мы будем бежать отсюда. Если, не дай бог, начнется война с Россией, мы не будем воевать. Это не наша война, мы ее не хотели. Это власть хотела ее. Это такая позиция граждан на территории Евросоюза. Потому что Украина, извините, втянули ее как плохого, потому что продалась коллаборанты во власти и дальше продолжают эту войну. Решение сейчас стоит, еще раз говорю, Стамбул – это возможность того, чтобы выйти из этого процесса, и Украина могла напрямую поговорить с Россией. Если она когда-то захочет отделиться от вассальства Запада. Она этого не делает. Пришлите нормальную делегацию. Это даже не делегация, понятно, да, то есть там тут начинались сливы документов. Ну, понятно, что там родственники Умерова не в Америке, это все уже знают. Все он гражданин Америки, он гражданин США уже давно, 2015-2016 года. Вот в чем вопрос. Эти люди не граждане Украины. Ходят вообще другие документы по сети гуляют. Наверное, ИПСО какой-то фейк, да, о том, что в Крыму предприятия нормально себе налоги платят, как бы работают. И Рустем Умеров, пожалуйста, там ИПшки, вот это все. То есть, понимаете, тут как бы... Ну, про это я не могу сказать, это то, что там в интернете говорят, а то, что я знаю, кто гражданин Америки, и кто там здесь живет, и кто кому продался, из того, что в свое время общаясь с той стороной, и будучи частью, не хотели, чтобы я был частью той стороны, участвовать в перевороте, госперевороте 2014 года, будучи там, с демократами так зваными, или не консерваторами. Я просто знаю, кто какую сетку кого заводил, и в СБУ, когда бывший глава Республиканского института и Демократического института на Украине заводили, строили свои сетки, и потом кто продавался за какое гражданство, мелко продавались, а вы, чтобы быть под американцами, чтобы где-то туда выехать, быть доллары иметь. Вот это так, это все наши товарищи. Один из них – это Умеров. И за что вот это оно... Потом она заработала себе денег где-то, может в России, может еще, и вывезла туда семью, имеет домик в Майами за $1 миллион. И все хорошо, зато украинцы воюют. Зато смотрите, на Украине идет бой. Вот в чем проблема. Я просто хотел, смотрите, вот эпизод такой с вами обсудить, а ведь это очень важный показательный момент. Выходит Зеленский и делает заявление. Смотрите, мол, Россия не дает свой меморандум. Да? Ну, то, с чего я начинал. Все ждут, Америка ждет, мы ждем, нам не дают, надо что-то предпринимать, намекая на еще санкции, давление, и так далее. Понятно, на что намекая, да, стоя в Берлине рядом с Мерцем. Но он же продемонстрировал и проявил очень интересную штуку. Немножко я знаю, как начиналась вот эта вся история с президентом Зеленским. Совсем немножко. Рассказывать сильно много не буду, во многом не посвящен, но видел и наблюдал там изнутри какие-то процессы вот в самом-самом-самом, вот там, скажем так, зародыше. Это очень важный момент.
Зеленский говорит, Умеров позвонил Мединскому, причем он себя осек по фразе, хотел же что-то такое гаденькое сказать по поводу, да, а потом сказал пану Мединскому, господину Мединскому. И, в общем, там, мы ждем. Мединский позже, в этот же день, выходит и говорит о том, что, погодите, все было так, но наоборот. Потому что я, Мединский, звонил Умерову, говорю, 2 число, понедельник, мы там представим меморандум и готовы прям по пунктам с вами на этой встрече пройтись по всем, что мы имеем в виду, расшифровать, разложить. Короче, идет, это нормальный процесс переговоров, когда вот привезли, читайте, почитали. Это же переговоры, они могут длиться там часами. То есть они сели, прочитали, посмотрели, ушли на совещание, и все. Потом вернулись, потом расшифровали. И вот такой формат предлагает прямых контактов России и Украины, российской Это стороны. по-нормальному. Это когда нормальный подход. Мединский говорит, пошли совещаться. Так вот в этом власть, понимаете, Зеленского. Вот в этом структура и система. Я почему-то, мне интересно стало, а кто врет? Зеленский или Мединский? Но меня посетила мысль, что никто не врет. Потому что Зеленскому надули в уши, что это Умеров звонил Мединскому. Знаете зачем? По очень простому принципу. Показать, что я работаю. Это я позвонил, я работаю, я глава переговорной группы, а они вот там вот так вот себя. И ходит Зеленский, рассказывает по Европам. То есть мы не только в сценарии, этих глобалистов, которые вы разложили выше, мы в сценарии тотальной лжи, тунеядства, перебрасывания ответственности и амбиций. Можно соврать начальнику, показать себя немножко более деятельным, чтобы тебя больше чуть-чуть ценили. Это аппаратная история. Что думаете по поводу этого эпизода? И вдогонку, погодите, а если вот так все происходит, а что за история с угрозами семье Мединского? Вот это же вопрос, потому что как себя ведут такие товарищи, как Умеров, госслужба наша. Понимаю, можно где-то себя преувеличить в каких-то моментах разных. Когда это не публично, ты общаешься с своим начальником, и ты понимаешь, что это публично нигде не можно подтвердить. А если ты публично это выходишь и показываешь, то понимаешь, что будет ответ, что было не так. В этом всем процессе мы видим позицию Российской Федерации, все время одна и та же самая линия. Стабильности там нету, они не прыгают туда вправо-влево, вправо-влево. У них одна и та же самая позиция. Это у Украины позиция каждый год. Мы каждый год выиграем, каждый год зайдем в Крым, будем пить чай, кофе, там еще что-то. В следующем году война закончится, 3 дня ракеты закончатся и все остальное. Вот это такое, нагло бы кидать информацию, вкидывать. А там нет, там стабильная позиция, для чего брать, для того, кто кому звонил. Все понимают, что позиция от России сейчас зависит. Они тут пытаются это играть. Это просто уровень госслужбы сегодня, таких как Умеров и всех остальных на Украине, они все такие. Они всегда такими были. Просто что когда ты понимаешь хотя бы, что тебя не могут эту информацию перепроверить и публично тебе поставить на место, но это низко опускаться до такого уровня. А то, что Зеленский это все воспринимает, или там ему Ермак дует в уши, как уже политику писала роль Ермака в этом процессе. Зеленский все нормально знает, то, что надо ему знать. Куда идут потоки, сколько убивает людей, какие территории захвачиваются, его все держат, когда надо, в курсе. Когда надо, ему подсыпают, он поднюхивает. И тогда он просто заходит в экстаз. Так же самое было и с Порошенком, с его сахаром. Когда надо, он напивался коньяка, и потом уходил тоже в свой экстаз, и потом прыгал по столам у себя в кабинете, там бухал со всеми. Вот такая вот процесс. К сожалению, у нас вот это последние 2 президента таких точно. Когда надо решать реальные вопросы, их просто используют их слабости здоровья и делают из них клоунов. И так же самый процесс с Зеленским. Просто что когда на кону жизни людей стоят, играть в эти игры госчиновников, кто кому и как, вместо того, чтобы сказать, ребята, давайте мы, кто там, кому набрал, это нет разницы. Есть разница,
когда мы приедем, когда мы договоримся. Вот в чем разница. Если бы сказал бы Умеров, я вот только что пообщался с Мединским, и не общался, не сказал, или я ему набрал, или он мне набрал. Я вот общаюсь с Мединским, готов ехать в Стамбул, если есть указания президента, и договариваться, обмениваться меморандумами, и по этому меморандуму проходиться вместе, вывести какую-то общую линию, я готов хоть завтра. Это была бы позиция. Это чиновника, государственника. А так вот эти игры на костях людей, это никому не надо. Люди хотят уже окончания этого всего процесса. Просто что, говорю еще раз, этими людьми, тем же самым Умеровым, и руководят не только Зеленским, а руководят и этим тем же товарищем. Каждый из них, их фильтровали 10 лет. 10 лет ставили тех, кого надо. Сначала одного поставили, не подошел, меняли. Остались те в обоими, которые самые отбитые, извините меня, и тупые. Потому что ими манипулировать удобно. Западным товарищам. Они вливают в уши всякую информацию про Россию. Да серьезно. Я помню, когда приезжал зам главы Министерства обороны США. Приезжал, рассказывал, там, давал секретную информацию про Владимира Владимировича Путина, что он там себя царем возобнил, там, читает литературу историческую, там, 14 века, 15 века в оригинале. Да, там эта доля правды была, чтобы читать литературу, но он никогда себя там царем не верневал. И эта секретная информация передавалась на полном серьезе нам, в кабинет министров. Вот читайте, вот изучайте, вот такая вот Россия. А на таком мелком уровне, как суммируем, который люди вообще не разбираются. Мы тогда разбирали, что что-то не так. А тут, когда разбираются, что они в процессах не кумекают, то ими манипулируют каждый. Вот те же самые американцы, британцы, все остальное. И играют в игры вот это в середине себя. Ты лучший, а мы тебя подвинем, а ты станешь вот с американцами, мы тебя больше, как в свое время Буданова, двигали, прикрывали, а мы подвинем, поддержим тебя. И так же самое здесь каждого. И каждый бежит и ложится под Запад. Вот в чем проблема. Ну, тут вопрос, понимаете, под какой Запад ложится, Андрей? Вот под Америку, кто-то под Америку, кто-то под Британию, кто-то под Германию, как Кличко. Каждый имеет свою страну. Там такой... У нас целый интернационал находится в государстве, в нашем правительстве, что, западного, как говорится, легиона. Там не просто люди сидят с украинскими паспортами, которые действительно понимают, что им некуда завтра бежать, они будут бороться за Украину. Если бы это было хотя бы так, просто дурные люди, или патриоты такие, вот мы боремся за Украину и все. Потому что они действительно верят в это. Нет, они накрутили массы людей, неонацисты посоздавали вот эти средние ячейки, которые реально верят в свою идеологию. Верхушка только там за деньги, Белецкие, эти все товарищи от американцев, от ЦРУ и все остальное получают. Так само это все процесс идет. Среднее звено верит в это все. Среднее как звено, так само, как в партии «Свобода», верит в свою эту идею. Да, тупую, но они верят. Это их идеология, их пропаганда просто промыли. А верхушка все просто сливки снимает с этого процесса и зарабатывают. Они все подданные кого-то, не Украины. Вот в чем результат. И когда это уже люди поймут, тогда это будет уже поздно. Что вот эти все товарищи играют с ними в игру. Они улетят, быстро улетят. Каждый думает, они думают, что улетят в свою страну обитания. И там будут дальше жить. Кличко в Гамбург полетит, Умеров в Майами, Зеленский в Лондон. Там еще Ермак еще куда-то. У нас же куда бывший глава СБУ Бакарович? В Франкфурт. И живет в Франкфурте. Все хорошо у него. Купил дом и проживает. И туда, до Украины, туда-сюда ездит. Вот все процессы, которые происходят на Украине. Почему-то никто не хочет действительно оставаться и бороться за страну. Те, кто уехали, действительно, такие, как мы, там, которых преследовали, это выбора нам не оставили. Хотя бы я из Украины никогда не выезжал. Я туда вернулся 15 лет назад, хотел там быть. А они нет, они продавались. И вот ими манипулируют, ими играют, ими поддакивают, подшучивают. Ты можешь быть лучше, мы тебя продвинем. Эта игра идет в середине. Даже они не сами понимают, что ими играют. И вот проблема в чем? Если была бы служба безопасности, которая бы работала, она не работает. Она самая первая легла еще при Наливайченко в 2005 году под Запад. И там кураторы, которые работают сейчас в украинских, американских, англоязычных изданиях в Украине, кураторы были Наливайченко. Они это все процесс вели. Фамилия потом как-то назову. Эти люди есть. До сих пор на Украине и Зеленскому до сих пор советуют всякую дурню. Рассказывают, что Россия проигрывает.
они реально вдувают это в уши. И эти товарищи верят в свою правоту. Вот что выходит с такими лозунгами, ну, или заявлениями. И вот почему не идут договариваться и быкуют во время переговорного процесса и показывают свой эффект. Потому что позиция такая. Даже Ну вот у них нет понимаете, своей позиции. тут Это мне это не кажется, мужики, которые пришли в форме и сидят там, рассказывают, мы тут с СБУ, мы тут военные. Яйца мгм. надо иметь, чтобы сохранить свою страну. Вот в таком состоянии, которое есть. Если их нету, извините меня, вы форму оденьте, не оденьте, вы не будете военным. Военные офицеры – это те, кто будет защищать и сохранять любой ценой своих подчиненных. А подчиненные в этом не только как бы младший офицерский состав, а все граждане страны, которые под вами находятся. Понимаете, в чем дело? Тут такой момент еще. Мы сейчас к Мединскому вернемся, там, к угрозам. И я вот просто хотел... Политико публикует материал про Ермака. Говорит о том, что у него какая-то особая психологическая связь с Зеленским. Он очень подолгу с ним занимался в спортзале. Как эксперта или там как вот, ну, занималась, скажем так, или видела все изнутри, взяли там Юлию Мендель, бывшего пресс-секретаря, которая там, ну, помним, опозорилась там несколько раз, да, и с внешним видом, и На в книжке Париже. сейчас пишет Мендель. На Амазоне публикуется. Ну, два группы, все хорошо. Вот, понимаете, то есть вот такой момент. И тут же тоньше какая-то игра. Смотрите, ведь когда мы там говорим, что там есть, ну, там, лидеры, да, там, и тема лидеров и веществ, да, ну, определенных. Лидеров и веществ. Это все очень просто, как объяснить, да, ну, там, вещества, кто-то что-то там потребляет, кто-то не употребляет, вот европейские, вот еще какие-то. В принципе, логика в этом есть, потому что весь шоу-бизнес, весь там политика большая, то есть на этом завязано. Почему? Потому что, условно, люди все как бы уже, ну, не 20-летние, а если ты там хочешь чего-то принять, то на утро надо иметь более-менее свежий вид, более или менее. Потому что если принимаешь традиционное средство расслабления, то потом долго мучаешься. Следующие сутки так точно, а некоторые двое. Ну, в зависимости там, от организма, понимаете? Поэтому все понимают, что это, в принципе, нормальная тема. И всегда там, да, вот что-то раз, и ты бодренький, вышел, отработал на сцену, или там где-то как-то. Многие, все понимают. Но когда... Во-первых, кто заказал эту статью про Ермака в Политико, ваше мнение? А во-вторых, тут же какая-то тоньше идет вот эта история. Это все не так просто объясняется. Вот эта связь психологическая, ну, просто есть разные схемы вербовки спецслужб. И вот это между строк в материале Политико, оно тоже читается. Но если это, конечно, не поклеп и не, ну, вот как, да, то есть чья-то заказуха. Все-таки западные издания, они могут перекручивать слова, они могут это, ну, там довольно более-менее правдивую информацию. Просто я, когда работал с политикой, давал свое интервью тогда по решающимся выбору, то я знаю, что те журналисты, с которыми я работал, проверяли мою информацию больше месяца, перед тем, как выпустить эту статью. А, то, что там дальше происходит, разные издания, CNN могут сказать на белое черное, все остальное красное, все остальное, но только не белое. Тоже факт. Так что тут смотря, кто эту статью написал. Но по Ермаку, если взять в общем, то, что там написано, есть большая доля правды, то, что все знают и слышали. И так что думаю, исходя из того, то есть эта статья правдивая. Есть, так же самое работают лобби-группы и в Америке, тех, кто повыезжала оппозиция, я знаю, что подключают лоббистов для того, чтобы шатать ситуацию в середине страны. Это тоже факт. Есть выгодно, чтобы это тем же самым спецслужбам, когда она сходится в их линию, чтобы тоже подшатать ситуацию. Зеленского показать в его месте или его окружению, что надо быть более лояльными, а то мы будем вас дальше мочить и правда, и не на Украине, потому что, понятно, на Украине никто не встанет, пока Запад не щелкнет, потому что это они революцию устраивают. А на американском континенте, те, кто вас финансирует, или кто в Лондоне, кто вас читает. Так что тут вопрос, я так понимаю, Ермак заигрался в свою игру, его просто пытаются ставить чуть на место, показать, парень, мы тебя можем. Я думаю, так это просто. Скорее всего, оно просто так и происходит. Более просто, чем оно есть. Просто процесс того, что вы говорите там, кто кого. Проблема в том, что Украина зависит
от мнения Запада. И это тоже большая проблема, что мы себе довели, что просто раньше можно использовать было западные информационные ресурсы для того, чтобы продвинуть какую-то информацию, тот же самый Запад, это понятно. А когда используются западные издания для того, чтобы влиять на чиновников на Украине через их, как говорится, спецслужбы и все остальное, это показатель, что свои спецслужбы не работают. Лучше бы они этим занимались, чем, извините, политзаключенных больше 25 тысяч уже, по данным ООН, в этом году политзаключенных на Украине. Одна из них – это такие женщины, как Елена Бережная, которая сейчас, видите меня, в предсмертном состоянии, и вообще никто про это, во власти не говорит, чтобы ее обменять или поддержать, или все там, вот этим занимаются сейчас спецслужбы. Охрану Елены Бережной, чтобы врачи к ней не пришли. Из-за того, чтобы защищать свое государство. Это тоже то, что мы с вами говорили. Они все работают на своих кураторов на Западе. Это все влияет на украинскую власть. Не должно, если было бы суверенное государство, западные издания не влияли бы на это все процессы. Или бы не влияли на процессы для того, чтобы кураторы извне начали считать ситуацию на Украине. Да, я с вами здесь согласен. Для этого это делается. Вот почему процесс делается. Я здесь с вами согласен. По какой причине? Потому что я не помню такой прям, это же в динамике, да, это калейдоскоп событий, причем там каждый день обстрелы, каждый день какие-то заявления, кто-то с кем-то созвонился, вот вроде этот мирный трек обсуждаем, по большому счету толчем воду в ступе, да, но тем не менее, всего много. Я вот потерял даже вот эту нить, начинаю вспоминать и понимаю, что не так-то давно у нас стало очень модно перепечатывать западную прессу. А ведь это тоже мода пришла не просто так в Украине. Раньше там на «Украинскую правду» ссылались, там «Зеркало недели». «Зеркало недели» вообще как-то в сторону, там люди только плюс-минус умная интеллигенция читает. Я имею в виду украинские издания какие-то, да, разные там цензоры. Была мода, их наплодили, они брали деньги, понятное дело, отрабатывали гранты, но все равно как-то вот ссылались на кто-то, что-то, каких-то местных журналистов. Понимаете, вот какая тоже история? Это вот нечто похожее, как вот там Юлиан Рёбке рассказывает о том, что происходит на фронте. И все так тиражируют, смотрите, Рёбке рассказывает. А то, что там местных военкоров, они есть, они работают. Есть там, когорта людей, она небольшая достаточно, но тем не менее. Их туда вот в сторону, снимать не дают, говорить не дают, вести какие-то каналы свои тоже не дают. А потом так люди смотрят по сторонам, смотрите, в России куча военкоров, да, они там разные, там по стилистике, характеру разные. Там есть выбор, да, там новости про войну. Информация есть. Главное, что есть информация. Конкретно, кого ты читаешь там, да, одного, второго, третьего. В Украине, получается, Бутусов чего-то хочет сказать, иногда там по-своему на колумбийцев деньги собирает. Безуглая там иногда выдает какие-то сентенции, но она же не военкор. Какой-то есть там Цаплиенко, да, периодически снимает, и еще парочку. Но у них нет своих ресурсов, чтобы, да, вот отслеживать события их глазами. Запрет. То есть военкоры чужие, пресса, аналитика чужая, все получается чужое. И мы к этому пришли, это подтверждение ваших слов. Мединский, кто ему угрожает, зачем, и вдруг он появился на миротворца, представляете, перед вторым раундом? Сейчас я добавлю про Мединского, к тому, что вы сказали. И пресс-секретари Зеленского уезжают тоже куда? В США. Живут там и работают на какую должность в американском аналитическом центре и далее. Это вот такой маленький золотой парашют для Менделя, который там дальше якобы работает против Зеленского и делает свою роль для того, чтобы работали американские спецслужбы. Вот показатель. Это тому, что и прессы нет, и всего нет, потому что все уничтожили. И как это уничтожили за последние, особенно 10-15 лет на Украине. Вы же сами человек из журналистики, знаете, как это происходило изнутри давно. Я вот приезжал в Стамбул, меня пригласили РТ, я там работал пару дней, мы близко пообщались с этими ребятами, я никогда их в жизни лично не видел, только переписывались, когда выхожу в эфир. А тут была возможность реально близко пообщаться. Russia Today. Чтобы пройти в отбор на гостевого продюсера в Russia Today, 6 часов собеседования проходится в коллегии Russia Today. Меня спрашивают про все внешнеполитические процессы, внутреннеполитические процессы, твое мнение описать, рассказать и доказать, почему ты его отставишь.
6 это на гостевого продюсера в Russia Today. У нас как берут извините меня, или брали раньше и берут на эти все эфиры? Девочек погубасти и мальчиков похудее. Ну, процесс еще никто же не отбирает. Нет такого профессионального отбора, что человек имел свое мнение, как выйти и сказать, те, кто имеет свое мнение, их отодвигают, санкционируют и посылают куда подальше. А реально на эфир пускают те, кто вот могут без своего мнения, чтобы то, что люди написали, это хреновит. Вот разница в журналистике, какая есть. И это не только Раша, это везде так. Тоже Россия происходит. Где наша журналистика? Чего ее уничтожили? Чего вот вы не выступаете, не можете выступить на каком-то национальном канале, потому что говорите правду, говорите свое мнение, так нельзя. Надо быть тупым и суфлер читать. Вот разница, вот то, что происходит, нету почему на журналистике. Потому что на это все повелись и согласились. И на грантах все. Я не имею вас, а всех остальных, которые этим занимались процессом. А то, что к Мединскому, ну, это опять игра, то, что больше Украина не может сегодня сделать, кроме вот этих, делать террористические угрозы и ставить кого-то на миротворец, что якобы кто-то где-то кого-то будет ликвидировать или все остальное, не дай бог. Это то, что делает Украина. Она не может выиграть войну напрямую, она играет войну террористическую, подрывает людей, уничтожает, ликвидирует их там террористическими методами. Потому что Украину, еще раз, готовят формат не только как неонацистское уже государство, перешло в то, что формат Украины – это Аль-Каида, террористическая как бы группировка больших масштабов, которая ведет и учит у террористов, как вести террористическую деятельность. Не зря Украина там в Сирии сотрудничала и все остальное, и там африканскими террористическими группами, потому что их обучают там эти самые спецслужбы украинские, сегодняшние, как вести эту деятельность. Потому что Украина не имеет своей армии довольно сильной, чтобы воевать с Россией напрямую. Вот пошли по Сумам, очень быстро двигаются по Сумской области уже. Нет возможности удержаться. Нету своего оружия, нету своих спутников, нету баллистики. И они только могут пустыми угрозами это делать. Запускать неконтролируемые дроны. Количество там 500 штук, которые собираются, извините, всех в подвалах многих людей. Что там дома и частные, все остальное. Потому что в многих частных домах в подвалах собираются эти дроны. В университетах всех технических собираются эти дроны, которые запускаются до России. Это все самопал. Большинство. Это не масс-продакшн профессиональных изделий как военного искусства, как бы военной техники. Это все собирается в всех университетах, авиационный университет, еще там технические университеты. Все клепают эти все дроны, чтобы сдать экзамены студенты. И потом это запускается вот эта масса туда. И провоцируется никаких целей, не достигая конкретных, а просто делая как бы террор населения России. И все. Это даже подтвердили все эксперты военные, что это все бессмысленно, только террористические как бы акты. Ну, террор, запугивание людей. Так же самое с Мединским. Запугивать, показать, что мы что-то можем, а ты такой плохой украинец, ты же там с Украиной, мы тебя типа уничтожим, и не дадим, и якобы Умеров не имеет на это влияния. Да, Умеров не имеет влияния на это. Но имеет влияние глава ГУР, глава службы безопасности, который подчиняется, который курирует эти все неонацистские группировки. Если бы Умеров был бы чуть-чуть склепкой, он бы сказал, я в этом вопросе разберусь. И показал, что Украина хотя бы это государство имеет это. Ну, а так они говорят, мы не влияем на эти неонацистские группы. Влияют, и все это знают. Это смешно. Потому что они ими курируют, они ими финансируют и промывают американские деньги. Туда Белецкому капает и все остальное. Надо спросить, как там капает среднему звену Азова, которое там просто уничтожено все на фронтах. Капает ли им туда деньги? Хорошо они зарабатывают? Да, может, лучше остальных военных. Но не такие суммы, как господин Белецкий и все остальные сверху. Или там, когда я знаю, что служба безопасности просто так там 40-50 тысяч долларов в месяц, ну, не просто так, за то, что там рейдерские занимаются захватами, Айдары и все остальное. Давало им просто так на лапу главе там Айдара и все остальное, чисто, чтобы у него была зарплата 50 штук в месяц. Ну, ребята, ну, видите, вот такая вот, так у нас нацисты зарабатывают. И охрану СБУ им дает. Я не говорю про Старненко, я говорю про всех остальных, которые, как бы, Старненко это такая шапка маленькая, а реальная, которая курирует военные, как бы, группировки. Это все работает в системе. Вот такая система на Украине. Неонацисты курируют служба безопасности, ГУРом, и ЦРУ, и военная разведка Британии, там, и МИ-6, и все остальное. Вот этот процесс так идет.
Да, не может на них уверовать, потому что действительно тут право, что он не управляет, потому что управляет извне. Надо было сказать, это внешнее управление. Ну, хотя СБУ имеет контрольное мнение, может цели указывать, куда, кого ликвидировать, уничтожать, или кого Так, терроризировать, или кого бизнес хорошо, забирать. смотрите, это ваше мнение о том, что как это все устроено. Так а делать что? Не, мы курировали Нет, делать что? правоохранительные Это органы. понятно. Был, не был, делать что, Андрей? Ну, при всем уважении, Делать что? понимаете? Мы Делать- можем делать сказать, вот смотрите, у них там деньги, у них там то, вот они там, вот это все как бы, еще очень популярный тезис о том, что украинцы в заложниках, там еще что-то. Так а делать что? Ну, то есть, опять-таки, там, почему люди, например, да, они ж, делать, смотрите, украинцы, не бояться, смотрите, не бояться. украинцы россиян не полюбят. И систему российскую тоже не полюбят. И когда вы там продвигаете идею, что все равно все закончится тем, что Украина будет в России, там своя история и свои вертикали, и своя вот это, там, конечно, Russia Today это хорошо, как у них отбирают гостевых, но там своя мафия и свои крышевания, свои олигархи, свои внутренние структуры. Вот. И украинцы, ну как бы, да, понятное дело, что они не хотят. Что делать украинцам, как спасать страну? Вот смотрите, элиты не хотят украинские. Я общаюсь с нашими элитами, так зваными, которые повыезжали за границу и жили в России. Я говорю, так а что же в России не оставить? А нам не дают там красть. Там своим дают, ну, нам не дают, там, ну, 10% максимум там свои могут что-то делать. Ну, нам тоже сказали, что ну, чуть меньше можно. Нам это не устраивает. Это прямой ответ наших элит, не разных партий. Это разные партии, которые были, имели бизнес в России. Я говорю, так а чего вы там? Не дают возможность красть в таких масштабах, как это можно на Украине. И многие из них пытаются сейчас вернуться в политику на Украину, чуя выборы. Потому что уже деньги тут заканчиваются. На Западе невозможно тоже вести бизнес. Неудобно тоже. А на Украине можно хапануть, и не уже не страны, уже население. Вот почему это делается. Да, это неудобно для кого-то. Почему наши олигархи отказались быть с Россией? Потому что они там, по сравнению с российскими олигархами, ну, такие, ну, нищеброды, там денег чуть побольше. Им это было некомфортно. Им Запад предложил, вы будете на Украине великими, вы будете решать судьбы людей, вы будете входить в десятки там самых богатых людей с вашей страны, а не сотку или двухсотку общей страны с Россией, и вам будет хорошо. И на это тоже повелись. А людям в основном все нормально. Многие люди обычного населения живут нормально. И в Мариуполе, я знаю, что живут люди, отстраиваются нормально. И живут хорошо, спокойно, их никто не ловит на улице. Их не как собак не кидают на убой против Украины. Люди празднуют вечеринки в ресторанах, сидят. Посмотрите, как люди живут в Мариуполе. Посмотрите, как тех регионах живут. Спокойнее, чем это было, чем это сейчас на Украине. И это будущее. То, что люди могут полюбить, не полюбить, у нас была гражданская война 100 лет назад. Красные и белые, там около 10 миллионов погибших. Полюбили, и все жили вместе. Красное и белое немножко не тот пример, конечно, я говорю, исторический. И красные, и белые. И гражданская война 100 лет назад, когда сталкивали Льбан, и когда было Скоропадские, эти все тут на Украине бегали и все остальное, Грушевский и все остальное, это было. Было отделение, было убийство, были кровь. И после этого все равно люди объединились и жили вместе в одной стране. Потому что дать возможность людям жить нормально, людям сейчас не надо просто, не знаю, бояться, да, потому что люди вышли в Черкасах, их завтра захребли. Людям надо молиться за мир. Людям надо просить то, что Бог нас наказал Украину, значит так, за то, что наши деяния, злодеяния, которые были по Донбассу, за это Украина сейчас погибает. Потому что все молчали тогда, всем было комфортно. Тогда это промолчать, ну это не наше, это там они такие плохие на Донбассе, они там хотят, они вот тут, шахтеры такие, алкоголики, они плохие. Нет, мы должны быть, это наши граждане, мы должны были это что прекратить еще тогда. Мы тогда промолчали. Сейчас по нам бьют, мы плачем. И ситуация такая, что надо сейчас, если мы ничего не можем украинцы сделать, ждать тогда, когда это будет момент. И не побояться встать и против этого пойти. Потому что эти товарищи, и неонацисты, и все, они на деньгах держатся. Да, и среднее звено, но их мало. А людей больше нормально. И люди нормальные хотят жить нормально. Я говорю еще раз, есть ситуация какая. Все равно Украина будет под зонтиком Москвы. Это не мои гадалки. Это и то, что есть уже распределено по договоренностям. Когда это будет, это уже вопрос времени. Или мы будем как суверенное государство
вместе с Россией, потому что это по-другому нас Запад не возьмет. Не надо больше отстраивать Украину. Или часть области, и все. Ну, это будущее. Украина по-другому не будет развиваться. Это будет останется, если останут нас, не дай бог, просто и Россия скажет, нам это нахуй не надо. Хотя они это не сделают. И Запад скажет, у нас денег нет, это оставить. Это будет Сомали, центр Европы, будут бегать Махновщина веками. Это тоже никому не надо. А люди хотят жить. Нормальные люди. То, что там элитам не будет комфортно, а элиты будут новые, это Украина. Ну, знаете, если бы А люди, думали... дать людям жизнь, пенсию. Если бы думали о людях, если бы о людях думали, то войну бы не начинали, понимаете? Вот тоже такой момент. Вот. И не начинали бы войну на Донбассе, если бы думали о людях, не бомбили с артиллерии, гражданское население с самолетов. И не начинали войну тогда, и все спокойно договорились и вернули бы Донбасс, и у нас было бы автономия, исполнив Минские соглашения. Но нет, все захотели, начали, вот элиты. А элиты ничего не решают. Эти элиты Нет, смотрите, тут же не вопрос, там, кто первый начал, да, тоже там, кто такой Гиркин Стрелков, откуда он взялся непосредственно в Славянске, да, сейчас сидит в тюрьме, да, вот кто там, какие граждане с российскими паспортами были вот этими первыми они же артиллерии не был. Они же без артиллерии были там. Они были стрелковым оружием. Да, кто-то пришел помочь поддержать. Подождите, мы же вот как говорим, кто куда пришел или кто с чем стрелял. Понятное дело, что сейчас это растет, и вот сейчас вообще уже обсуждается орешник по Украине, да? Еще про орешник никто не знал. Понятно, что градус и... Ну, тут просто тоже когда Киев обстрелял градами гражданское население беспощадно, а грады бьют хаотично в радиусе 5 километров, просто уничтожают все. И когда просто обычные люди страдали. 15 тысяч официально, 15 тысяч погибших. Неофициально, по данным НАТО, 40 тысяч на Донбассе погибших. Смотрите, это в основном гражданское население. Смотрите, я сейчас с вами не спорю, кто виноват, или не пытаюсь вас в чем-то переубедить. Но когда выходил Моторола под чем-то, брал там гранатомет и стрелял вокруг себя, куда видел, мол, что это вы тут спите, доброе утро. Понимаете, это как? Это вот эти наши мальчики, наши ребята, которые защищали? Ну, тут тоже, понимаете, это вот этот... А когда захватывали во Львове за месяцы до этого оружейки, склады СБУшников били, отрывали руки беркутовцам на Майдане и глумились с этого или но это не оправдывает, подождите, это не оправдывает атаманщину и казачщину. И вот, так это было на государственном уровне, это поднято. И беспредел на том же Донбассе, который, да, был против и имеет все... основания люди быть против Майдана в 2014 году. Это просто разного порядка вещи, понимаете? Тут же вопрос же в другом. Как выходить из этого? А вы говорите, надо сидеть и ждать. Чего ждать? Я не говорю, что ждать. Я говорю, ждать момента, когда можно встать. Потому что сейчас я не могу людей сейчас сказать, встаньте, люди, идите. Потому что мне там, во-первых, нет. Чтобы людей повести, был бы я на Украине, мог бы взять на себя эту ответственность и сказать, да, мы пойдем, если я пострадаю, то я пострадаю, и там, не дай бог, куля в лоб, так куля в лоб. Не куля, не надо кули в лоб. Я такие, я все не оценю. Понятно, тоже где он сейчас находится. А я не могу взять ответственность это сейчас, сказать, люди, идите. Я могу только людям сказать, ждите момента, когда можно встать будет и пойти. А сейчас момента такого нет, потому что если люди пойдут, кто-то меня послушает и выйдет завтра с плакатом на Майдан и скажет, мы против войны, просто с плакатом, не говорю, там кто-то банковые эти двери штурмовать. А их погребут, и я, какую потом ответственность нести за этих людей, которые они вышли. Ждать момента, когда можно будет встать с колен и пойти, потому что эти шайка нищебродов, которые у власти, и нацистов, которые маленькая держат в страхе все население страны, их там только 10% осталось. Это максимум всей страны. И тогда взять момент и встать и пойти. Тогда это можно будет сделать. Пока этот момент еще мы ждем. Но мы встанем, и люди встанут и пойдут. И мы вернемся на Украину. Просто сейчас этот момент еще не настал. Еще чуть-чуть. Да. Но он будет. Проблема в том, что из могил уже не встанут люди и никуда не пойдут. Вот проблема в том, что действительно. Но мы сами себе кричали на Украине, когда что вот надо бить по Москве, надо идти на Московщину, надо брать Кремль. Кто кричал это все время? На москаляку, на геляку, а сейчас плачут.
Кто это кричал? Для чего это было крики делать это агрессивные? Кричали, поддержали власть. Никто не сказал, не надо прекратить войну. Я говорю еще раз, я в первую неделю войны пытался это прекратить, обзванивал всех, пока мне не начали угрозы, и сказать, что мы тебя повесим и все остальное расстреляем. Тогда я понял, прекратил, что это не надо. А многие кричали, были рады, говорили, что сейчас вот с Москвой будем воевать, пойдем на Москву, тот же самый Залужный за пару месяцев до этого, мы пойдем танком по Арбату, там Арестович, 3 дня ракет осталось, и сейчас оправдывается, что это все было для того, чтобы успокоить людей. Ну, совесть надо иметь такие вещи говорить, Да. и потом надо, чтобы успокоить людей. Андрей Тележенко был моим собеседником. Сегодня спасибо большое за время и мысли. Спасибо всем, всех благ, Божьей помощи прорвемся. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.